Как вы уже догадались, разговор сегодня пойдет о подземной реке, которая находится на острове Палаван. Подземная река является объектом всемирного наследия и одним из новых чудес света. Я расскажу, как до нее добраться самостоятельно из Пуэрто-Принцесы, столицы острова Палаван, во сколько обойдется такая поездка, и сравню со стоимостью покупки экскурсии в турагентстве. Первое, что нужно сделать, добраться до Пуэрто-Принцесы Гранд-терминала, более известен как Сан-Хосе терминал или Нью-Маркет терминал. Это автостанция. Отсюда отправляются автобусы на Сабанг, где находится подземная река. Если вы хотите сегодня уехать и сегодня же вернуться, то лучше отправиться пораньше. Первая маршрутка до Сабанга отправляется в 7 утра. Спросите, где отправляются автобусы на Сабанг, и вам подскажут. Вот наши автобусы. Мы поедем на этом разноцветном джипне, так их тут называют. Стоимость проезда 150 песо, время в пути 2 часа, расстояние 70 километров. Мы прибыли в местечко под названием Сабанг. Это небольшая деревушка. Отсюда отправляются лодки до подземной реки. Пойду потихоньку к причалу, где продают билеты и откуда отправляются лодки, чтобы ознакомиться с ценами и выяснить, что же дешевле, поехать самостоятельно, как это сделал я, или купить экскурсию в турагентстве. Небольшая заметка. Справа находится кафешка Пинау Реста. Здесь можно покушать по системе шведский стол с неограниченным количеством подходов. Стоимость обеда 250 песо. Обед входит в стоимость экскурсии, если ее приобрести в турагентстве. Потому я и упомянул его в своем рассказе, так как буду подсчитывать общую сумму потраченных мною денег. Вот указатель: подземная река 5 километров. Река находится за тем мысом, туда и направляется лодка. Можно поэкстремалить и дойти пешком через джунгли. Заходим в офис по продаже билетов, чтобы ознакомиться с ценами. Вот прайс-лист на билеты. 740 песо на человека, общая стоимость со всеми сборами и аудиогидом. Стоимость для филиппинцев и для туристов одинаковая. Отдельно придется заплатить 184 песо за лодку, которая доставляет вас к пещере подземной реки. Лодка везет туда и обратно. Как я уже говорил, можно отправиться пешком через джунгли, дабы сэкономить на лодке. Подведу итог, посчитав общую стоимость моего самостоятельного путешествия на подземную реку. 740 песо стоят билеты со всеми сборами, 300 песо автобус от Пуэрто-Принцесы туда и обратно, 184 песо стоит лодка, которая везет вас от пирса Сабанга до входа в пещеру подземной реки и обратно. Можно, конечно, не платить за лодку, а пойти пешком. 250 песо стоит обед по системе шведский стол. Если хотите, то можете не обедать, сэкономив еще и на этом. Но я считаю все позиции, которые входят в стоимость экскурсии. Общая стоимость потраченных мною денег 1474 песо. В турагентстве экскурсию к подземной реке можно приобрести от 1500 до 2500 песо. Конечно, за 1500 нужно еще и поискать, и поторговаться, а так средняя распространенная стоимость порядка 1800 песо. Если вы не планируете остаться в Сабанге подольше или вы ограничены по времени, то смело берите экскурсию в турагентстве, которое предложит самую низкую стоимость тура, и отправляйтесь на подземную реку.